Для того, чтобы приступить к сварке нержавейки, необходим источник, самое главное, сварочного тока. Но для того, чтобы начать сам процесс сварки и правильно к этому делу подходить, достаточно вполне простого источника сварочного тока. Но главное, чтобы в нем была функция бесконтактного поджига и функция заварки кратера. Это самое главное. Ну, в нашем случае аппарат Aurora Pro Intertic 200 Pulse. Это, в принципе, самый функциональный аппарат. Он подходит и не только для сварки нержавейки, но и для алюминия. Также нужно сделать выбор в пользу присадочного материала, какой мы будем использовать при сварке. Ну, существуют самые распространенные, это 308 нержавейка, ну и соответственно нужно использовать присадочный материал, который называется ER308. Существуют другие варианты, 316, еще уйма других вариантов, но главное, чтобы присадочный материал подходил по составу к свариваемому металлу. Также конкретно я решил использовать для сварки газовую линзу. Газовая линза – это приспособление, которое устанавливается на горелку. Она отличается от простого сопла тем, что в ней имеется сеточка, которая равномерно распределяет защитный газ, и создает спокойный ламинарный поток, тем самым создавая защиту для сварочной ванны более качественную, нежели без нее, и значительно уменьшает расход газа. Также существуют под эти газовые линзы сопла разных диаметров. Ну, вот у меня используется сопло под номером 5. В принципе, чем больше диаметр сопла, тем газовая защита будет лучше. Но вот такое сопло хорошо подходит для того, чтобы куда-то забираться, например, для сварки угловых швов внутренних. Значит, вольфрамовый электрод я использую серого цвета. Это универсальный электрод, который хорошо подходит для сварки, в принципе, всех распространенных металлов. Диаметр я использую, конкретно для сварки металла толщиной 0,8 единицы, 1,5 подойдет отлично. Единица, 1 мм в диаметре электрод. Сварочный ток, примерно до 50 ампер он выдерживает такой электрод. Если же выше 50 ампер, то уже необходимо использовать электроды диаметром 1,6 и выше. Также еще одним из плюсов использования газовой линзы является то, что вольфрамовый электрод можно вытаскивать даже больше 10 мм, не опасаясь за то, что он будет плохо защищен. Для сварки тонкой нержавейки используем подкладную медную пластинку для того, чтобы отводить тепло, защищать металл с обратной стороны шва, и для жесткой фиксации пластинок, потому что в процессе сварки их коробит. Для сварки металла толщиной 1 мм я выставил режим примерно 35 ампер и выставил заварку кратера, это примерно 3 секунды. И очень важная настройка также post-flow, это газ после сварки. Здесь я настроил 4 секунды. Этого количества времени должно хватить для того, чтобы металл в сварочной ванне остыл под воздействием защитного газа.
Ну вот в случае, когда можно и есть возможность четко зафиксировать детали, и в случае, когда кромки металла очень хорошо прилегают друг к другу, мы можем использовать сварку без присадочного материала. Но данный случай очень хорошо показывает это. В следующей части продолжение рассказа. Впереди особенности тик сварки труб из нержавеющей стали, работа с массивными деталями, пульсовый режим.